Владимир Владимирович, пожалуйста. Тогда я от этого и оттолкнусь в плане единства. Я считаю, что нельзя, надо прекратить праздновать День работников органов внутренних дел, опираясь на дату 10 ноября. Полиция была при Иване Грозном, тайная канцелярия, при Петре Первом тайный приказ. И Александр I создал Министерство внутренних дел. Поэтому нашей полиции 500 лет, а не 98 там, или 97 и так далее. Вот если говорить о единстве, надо соединить историю царской России, советской и нынешней. А если ФСБ у нас действует только с 20 декабря 1917 года, а да что же у нас случилось 1000 лет, что не было у нас никаких органов до ФСБ? Были и блестящие органы были. И в этом смысле надо и восстановить всю канву. А если касается Войкова, если у вас нет доказательств, что он сам убивал царя, у вас есть доказательства решения Уральского областного совета депутатов, где он, Войков, категорически настаивает на расстреле русского царя. Это документы есть? Чего вы их боитесь показать? Они везде опубликованы, в архивах стоят. Он и еще несколько большевиков. Это они расстреляли царя. Решение приняли незаконное и расстреляли. А вы через 90 лет пытаетесь сказать, что нет, значит, царя бомжи убили. Видите, Войкова не было и всех остальных, так сказать, авантюристов. А вот бомжи взяли и напали, так сказать. Смешно же такие вещи говорить. И абсолютное большинство за переименование. Не только Войковской, всех станций, улиц, городов, которые носят название политических лидеров. И мы исходим из чего? Названия должны быть исторические. Как созданы были города, названы улицы, площади. Мы же с вами привыкли уже Остоженко, Знаменка, Причистенко. Никого не тянет, чтобы назвать снова Фрунзе и другие какие-то, Метростроевская. Так и здесь. Придет время, и все памятники Ленина снесут обязательно. Все. И категорически против ЛДПР ставить памятник политическим лидерам. Ведь все время меняется мнение о них. Появляются новые факты. Вот известный хирург Федоров, все вы его знаете. Многим сделал операции на глазах. Сейчас идет возврат этих больных. Большая часть из них операция принесла вред. А его ведь славят. Центр называется, носит его имя. А зачем это делать? Это разная позиция. Это процедура японского врача Сато. Федоров посмотрел у него. Так Сато прекратил процедуру. Он за год посмотрел, большинство плохо операция кончается. И он 20 лет сотни тысяч операций сделал. Прошло 20 лет, больные говорят, не вижу ничего. А мужа назвали центр имени Федорова. Это не политический деятель. Я говорю, категорически нельзя ничьими именами никого называть, потому что история вывернет такие факты, что будет стыдно ходить по этой улице, входить в это учреждение, носящее имя человека. Вот не надо этого делать. И все. Оценки мы все должны дать. Оценки даются по количеству жертв. По количеству жертв. И во Франции была Великая Французская революция. Они освободили Бастилию. Что они? Штурмом брали. 7 инвалидов охраняли тюрьму. 7 инвалидов, они разбежались. Вернее, рота инвалидов. А кто вышел из тюрьмы? 7 бомжей. И считается Великая Французская революция. Но ни одной капли крови не было пролито. Ни одной. И взятие Бастилии был символом просто. Это не было свержение классов, господство идеологии. И когда мы проливаем реки крови, и в крови сегодня у нас Донбасс, Сирия и Крым, это все последствия той Октябрьской революции. И когда мы говорим, кто ее начинал, давайте покажем, из каких винтовок стреляли русские рабочие и крестьяне и в 1905, феврале 17 и в октябре 17. Не ружья Тульского военного завода, Ижевского. Все были английские винтовки. И почему финский спецназ вошел в Петербург в ночь на 25 октября? Где? Где русские рабочие? Поднимите мне хоть одного рабочего Петрограда, кто сказал, я штурмовал Зимний. Ни одного не было. Финский спецназ все сделал. И Временное правительство никакого сопротивления не оказывало. Зашли незаконно, арестовали и все. То есть власть уже была. Еще могу дать пример. Давайте поднимем протоколы заседаний ЦК большевиков. В протоколе написано: Ленина в Смольный не пускать. Никакое вооруженное восстание мы не поддерживаем, большевики.
Вы давайте, вы решайте, вы за большевиков, за Ленина или за Сталина. Вы документы поднимите. Есть партия, в ней есть ЦК. Руководящие органы партии сказали, мы никакого вооруженного восстания проводить в стране не будем, отказываемся. Если это настаивает один человек, Ленин, в Смольный не пускать. И он пролез туда, фин опять сопровождал его. У него на русских рабочих нету нюха, у него все иностранцы. Завел Троцкого в другую комнату и сказал, брать власть сегодня, мне с Запада обещали помощь, сюда идут войска. И Троцкий решил, ну раз можно взять самим, а предполагалась коалиция, созвать очередной съезд Советов в ноябре и создать коалиционное правительство, куда войдут большевики. Все тихо, спокойно, мирно. Вот один человек все это поломал. Поэтому я согласен, не надо ни врать, ни клеветать, а публиковать документы. Все, что было у нас за 100 лет, давайте опубликуем и покажем. И попросим ФСБ опубликовать все документы, кто поставлял оружие, какие агенты, шпионы бродили по Москве, по Петрограду и так далее. То есть, чтобы всем было ясно и понятно. Это нельзя историю страны учить по фильмам Эйзенштейна. Ему дали задание, и он фильм снял декорации. Это все в декорации. Когда вы видите, что рабочие бегут, открываются ворота, это никаких ворот никто не открывал. Фильм снят на киностудии. Ворота поставили и массовка, которые потом заплатили деньги. Этого ничего не было. Тишина была в Петрограде. Полная тишина. Ну вот, Мардан-отель продан в Турции. Построен самый дорогой в мире отель, 7 звездочек, все в золоте. На деньги, выкачанные из Москвы. Черкизон. Видите, мы обогащаем турок. Что очень хорошо. Заманили Исмаилова в Турцию, строили отель. Когда он в долгах, шелках, мы у тебя забираем отель. Ладно, когда они воруют у нас, но хотя бы деньги у нас остаются. Заводы, фабрики, отели. Но самое неприятное, что ограбленный наш народ, это уже сегодня, это не 17-й год. Деньги уходят в той же самой Турции, пожалуйста. Или этот красногорский стрелок. Для нас он бандит, а в Грузии его на руках несли гроб, как Сталина, как Жукова хоронили. С почестями. Великий Амиран. Почему? Построил дороги, больницы, поликлиники. За какие деньги? Отсюда из Красногорска выкачивал. Вот бы о чем поговорить, что продолжают грабить русский народ. С 17-го вот по 2015 год. Все, что купила советская власть, заводы, отличные, много. Но разграбив все наши музеи, все из музеев вывезли и привезли заводы. Так это же тоже грабеж. Заводы есть, а где наши богатства накопленные за 1000 лет? Это тоже в списке есть вывезенного. А когда Свердлова убили, что у него в сейфе нашли? Все же опись есть. Все же опись есть. И паспорта за границу, и все остальное. А он что, Ленина не убил? А Свердлова разве не убили? Так давайте, наконец-то, все. А что этого красногорского стрелок сам, что ли, он застрелился? Да никогда грузин не застрелится. Убили, чтобы он не сказал всю правду страшную про правоохранительную систему Московской области. Так что не можем разобраться в 17-м и не можем разобраться в 15-м году. Та же ложь и провокация. Братья Солодкины наконец сели в тюрьму. В этом зале только фракция ЛДПР в 2010 году просила помочь, не мешать следствию, арестовать новосибирскую мафию. Другие депутаты, фамилию не буду называть, он прямо на меня смотрит своим орлиным взглядом. Вставал, но это хорошие ребята, занимаются спортом, дают деньги на развитие спорта. Бандиты все дадут. На церкви, на спорт, на детей, на культуру. Но сперва они грабят нашу страну. И, наконец, они сидят в тюрьме. Отец и сын Солодкины. Но никто спасибо ЛДПР не скажет. В интернете можете посмотреть ролик, как я здесь говорю. И депутаты этой Думы, то еще, Грызловской, защищают новосибирскую мафию. Как сейчас защищают убийцу Войкова. Банда Григорьева, еще грабеж. 40, там 50 миллиардов вывела. Ну что это такое? Нас же грабят постоянно. Мы здесь сидим, а миллиарды долларов уходят. Какой выход? Всех бандитов не переловить. Кущевка была и всегда будет. Значит, надо остановить вывоз валюты. Ввести жесткий контроль. Только по договорам. Контракт есть, эту сумму переведите. А даже чтобы мешками они шли. Вот один Григорьев, кстати, один он 50 миллиардов.
долларов. Вы знаете, что при Брежневе у нас бюджет был 32 миллиарда? И мы кормили всю империю от Гаваны до Ханоя за 32 миллиарда долларов. А сегодня один бандит 50. Более богатый страны нет.